Ну а всем привет, с вами я, Хади. Давно не виделись, много чего произошло. Но не будем об этом. Лучше поговорим о чем-то хайповом. Что у нас тут по новостям? Marvel Rivals. Это не актуальная игра. Сперва я не думал делать обзор на эту игру, но все-таки кое-что побудило меня сделать обзор на столь замечательную игру. Шутка. Я просто попробовал поиграть и мне понравилось. А я так-то, между прочим, фанат всяких онлайн-приколов. К сожалению. Даже не знаю, с чего начать. Давайте сразу проясним. Да, это по сути своей Overwatch. Поэтому сравнение с этой игрой будет у нас достаточно много. Из различий, так-то у нас есть 6 игроков за одну, 6 игроков за другую команду. Вид от третьего лица. В обычном матче есть захват точки с 2-3 раундами, есть сопровождение, ну и в принципе на этом все. Есть еще то же самое, но в рейтинг и на время. Есть еще, конечно, вот эти всякие холопские режимы. Не вижу смысла разбирать их, ведь это режимы для каких-то совсем простолюдинов. В отличие от Overwatch, где персонажи выходят раз в полгода, ну ладно, меньше, но все равно выходят очень долго. Тут стабильно уже выходят персонажи. Кстати, про них. Тут у нас их целых 35. 8 защитников, то есть танков, 8 стратегов, то есть хиллеров, и целых 19 дуэлянтов, ДПС-ков. И у каждого из них уникальные механики и способности. Ну или не очень. Как вы могли заметить, графика тут ближе к комиксной, мультяшной. Поначалу меня это бесило, но я привык. Со временем даже начал получать удовольствие. Конечно же, если играть на максималках, я... Помните, были в прошлом такие шикарные синематики Overwatch. Например, мой любимый про Гензи. В далеком 2016 я буквально только из-за него полюбил Overwatch. Настолько полюбил, что все часы, наигранные в Over, я наиграл на Гензи. Do you think you could help me out with that? Marvel Rivals, как это называется вообще? Я узнал сюжет, ну, из видоса на ютубе. Если в двух словах, вот это Rule 34 версия Галактуса замешана вместе с двумя версиями Дума. Там типа две вселенные связались, из-за этого герои бьются. Ладно, кому не все равно на сюжет в онлайн-дрочиле. Перейдем к самому главному. Как играется Marvel Rivals. И скажу я вам, это офигенно. После овера я как будто зашел в мега динамично пропитую наркотиками кровавую убойную Майкла Бэя. Из-за того, что тут 6 на 6, плюс у каждого нормальная атака способности, да и тут есть такая фишка, что если выбирать похожих персонажей, то у них может быть командная способность. И это прям сок. Еще что хотел отметить, в принципе катки тут довольно быстрые и насыщенные, а еще не ищутся по 5 минут, как в Overwatch. А из-за того, что тут вид от третьего лица, то это, как по мне, придет динамике игре. Да и скажем так, может это мне так только, но в Овере по сути нет прям таких интересных персонажей. Ну а кто там есть? Мой любимый просто боженька Гензи и бомжи всякие. Ладно, Джанкрат еще фановый, и Ангел еще более-менее пойдет, а все остальные, ну, прям хз. Какие-то скучные герои. Старые еще более-менее средние, но вот новые, ну механиками и дизайном, ну что это? Я бы человека, ответственного за дизайн героев, просто уволил. Тут просто гляньте на это, прям слюньки текут. Так, сейчас будет быстренький разбор моих любимых героев. Ибо разбирать всех мне, ну, падло, да и вам, скорее всего, не интересно. Знаю, о людях, играющих на нем, складывается два впечатления. Это либо мамкины трайхайдеры, либо тикток-герои, что бегают 0.20. Но я-то не такой. На левую кнопку мыши он ласково гладит по голове всех противников. Правой кнопкой мыши он стреляет чем-то белым. Выстрелов 5 он больше не в силах, бедный. Со временем и не кидашится. Как и у всех героев здесь, у него есть пассивка. У него это получать чутье. Это, короче, если где-то с вами рядом враг, но не в вашем поле зрения, у вас начинается адский крик. Ну и вторая пассивка, это можно вот так вот по стенкам бегать, как идиот. Еще на прыжок он может вот так сделать. Хз зачем?
На F он делает апперкот, который подкидывает врагов спереди. На E можно притягиваться во врага, но я обычно этим не пользуюсь, ибо косоглазый. Можно сперва стрельнуть паутинкой, потом нажать E, и тогда человек-паук сам потянется. На Shift тут полет на паутина, но он тут такой стратый, поэтому через настройки мы берем и отключаем автоматический полет. Ну и ульт тут как ульт у Риппера. Почему я выбрал этого персонажа? Да, потому что я люблю, когда ты играешь на персонажа, на котором либо поднимаешь скилл, либо страдаешь. Ну, а еще я очень большой фанат Человека-паука. Следующий персонаж. The moon haunts you! Да, просто гляньте на это. Способ я говорить не буду, потому что впадло, но знайте, что это просто человый персонаж. Есть еще Звездный Лорд, это для тех, кто хочет играть с кайфом и без напряга. Ну и Ракета, вот мои любимые персонажи. Что касается остальных, если ты меня шьё, удали игру. Вот тут я сделал тир-лист персонажей, и как видите, тут есть откровенно плохие и есть мега имба. А это уже лучше, чем в Овере, ведь в Овере есть мета, и если ты ее не пикнешь... то ты не выиграешь. А еще я ненавижу Мойру. Оптимизация. Не знаю, как у остальных, но на моем корыте иногда были просадки. А еще сервер как будто где-то в Гималаях находится, но пойдет. Хотя в Овере как будто с этим получше было. Звуки и хитбоксы. Звуки хороши, мелодии, которые подбирают, идеально вписываются, а голоса персонажей прям мега вкусные. Особенно у Алой Ведьмы. Хитбоксы же тут подобраны, как по мне, намного лучше. Вы не представляете, сколько раз у меня горела жопа, когда сраный лучник через полкарты убивал меня своим бревном, а не стрелой. Поэтому, как по мне, это намного лучше, чем в Овере. Вот тут вам немного запись моей игры, не судите строго. На запись я немного разнервничался, и за это тупил. В общем, что хочу сказать. Overwatch официально мертв. Разработчики сами убили свой проект долгими паузами, постоянными скинами и монетизацией, и бессмысленным БП. Что это за дичь? Наплевательским отношением к игрокам, полностью сырыми новыми персонажами, да и в целом ивентами. Ни один ивент я не допрошел до конца, потому что, ну кто будет играть в эту шляпу? Надеюсь, Marvel Rivals такого не повторит. Плюс посмотрите только на список предполагаемых персонажей в следующих обновлениях. Как же я надеюсь, что она добавит ртуть. А вообще я хз, что тут оценить. В целом, приятный шутер на вечер с друзьями. Через время он, конечно же, вам надоест, конечно, если вы не трайхардер. Но сейчас это отличный продукт, который я бы оценил бы на 7 из 10. Но плюс балл накину чисто из-за того, что это лучше, чем в Овере. Но это был видос такой ни о чем. Так, чисто чтобы дать вам знать, что я живой. Если вам такое понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорого.